Добрый день, друзья! Я пока за кадром, потому что одна из моих подписчиц под прошлым видео написала: так хотелось увидеть верхнюю полочку, а она не попадает в кадр. Это Тамара Кислякова. Специально для нее 15 секунд видео верхней полочки. А потом я вам расскажу о тех орхидеях, которые я хочу показать сегодня. Правда, пока мы собирались снимать, у нас тут появился помощник, но помощник заснул на столе. Мы сейчас попросим его проснуться и не мешать нам. Вот такой у нас сегодня помощник. Вот так. Ну все, давай, уходи, не мешай. Не, Димусь, Димуся. Сегодня на канале две проблемных орхидейки. Одну из них я вам показывала после 8 марта, мне ее отдали. По ней очень много все время возникает вопросов, потому что при первом показе я обработала ее шею и основание неразбавленным привикуром. И все время спрашивают, что же там с ней такое происходит. Кто-то даже написал: все, умрет. У нее растет листик. И для чего я вам ее хочу показать? Хочу показать, что в горшке появились растущие корни. Вот растущий корешок. Вот здесь из этого грунта проглядывает новенький корешок. Вот еще один. Где-то еще видела корень. Ну, хотя бы 3. Этого достаточно. А то, что у нас происходит в горшке, виден торфяной стакан, какие-то гнилые корни. И здесь вот большой гнилой корень у нас. Орхидея растет. Это мы экспериментально делаем с привикуром, с обработкой. Вернее, даже мы не обрабатывали корни привикуром. Я только намазала шею. Это такая орхидея. Эксперимент пусть продолжается. А вторая орхидея Зора. Как хочется всегда сказать, а помните, когда я ее покупала? Покупала я ее осенью, где-то в середине октябрь-ноябрь. Ну, ссылочку я на видео, где вам я ее первый раз показывала, я оставлю. И чем она проблемная? У нее в горшке вот с этой стороны сейчас остались только такие серые пятна. Было все зеленое, это были водоросли в горшке, не видно было никаких корней, вообще никаких корней не было видно. Но цвела она долго, доращивала цветонос, корней в горшке видно не было, пересаживать я ее не хотела. Но сейчас видно, что вот здесь начал расти новый корень от шеи. Один большой, один маленький. В горшке появился какой-то корешок. С этой стороны от шеи намечается тоже новый корень. Поэтому я хочу ее разобрать, посмотреть, что у нее в горшке. И если будет возможность, конечно, ее пересадить. Давайте разбирать потихонечку и смотреть, что же происходит с орхидеей, с гнилыми корнями в горшке, когда мы не видим корней вообще. Как же она умеет или нет наращивать корни в таком состоянии с гнилыми корнями. Давайте разбирать и смотреть. И еще в этом горшке корни, поливаю я их, не поливаю, они все время зеленые. Ну, потому что, наверное, на них растут водоросли тоже. Поэтому все кажется там зеленым. Всегда. Корни не проросли. Поливала я его дня 3 назад. Сейчас посмотрим, как он выйдет из горшка и что там вообще происходит. Что-то держит. Здесь один маленький корешок, который придерживает.
очень много мха в субстрате. Так, сейчас разберем и будем смотреть, что же там. Корни зеленые не потому, что они политые, а потому что на них действительно растет. Вот видите, стираю, а там все на руках остается зеленое. Это именно водоросли в горшке, когда растут. И они еще на корнях образуются тоже. Так, один листик маленький, сухой. Но это фласочный листик. Давайте потрясу, чтобы быстрее это все происходило. И, наверное, это первая орхидея, которую я вам показываю без торфяного стакана. Но когда без торфяного стакана, тогда есть другие фокусы, которые делает производитель. Раньше было это очень-очень часто. Вот лет 10 назад никаких не было торфяных стаканов, а были вот такие кусочки губки. Причем их было всегда очень много. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Вот такие губочки, которые прирастали к корням. И давно я этого не видела. Так, убираем. Также здесь росли грибочки. Поранила один грибочек. Также была грибница в горшке. Вот, кстати, грибница очень может мешать раскукливанию корней. Поэтому в горшке мы не наблюдаем новых корешков. Корни только сверху идут. Вот еще губка. Причем кусочки большие. Так, сразу попались гнилые корни. Корешки начали расти, но начали расти там, где нет этой грибницы. Очень много мха. Так, и гнилые корешки. Давайте все это убирать потихонечку, отрезать ненужное. При этом орхидея живая. И листья растут, и корни начали от шеи прорастать. Видите, корни прирастают к этой губке. Кстати, и пропадают тоже. Так, я стараюсь убрать всю кору. И отрезать, и продолжаю отрезать гнилые корешки. Ну, кстати, их не так и много, но обратите внимание, может быть, это из-за грибницы, может быть, из-за того, что субстрат такой непонятный. Корешки пошли только от верха. Чаще всего корни начинают расти везде, когда так долго стоит орхидея не пересаженная. А здесь только корни начали расти сверху. Вот тут может быть и одно, и другое, и грибы, и не грибы. И зелень на корнях. Вот это все на корнях, эти водоросли. И это может мешать тоже. Вот единственный корешок, который начал расти. И то он тоже практически был очень близко к началу орхидеи. То есть не глубоко был в субстрате. Если что-то не отрывается, никогда не отрывайте. Когда будете промывать орхидею, во-первых, это все будет легче от корешков
отслаиваться этот грунт. А если уж так орхидее понравился этот кусочек коры, не отрывайте, можно посадить и с этим кусочком коры. Я сейчас пойду промою корни. Вам оставлю ссылочку на видео, где я показываю, как я промываю корни под краном. И после этого мы с вами решим, нужно нам обрабатывать эти корни каким-то фунгицидом или можем посадить и так. Корни я все промыла. Если еще появились вот такие маленькие гнилые части, я их обязательно обрезаю. Здесь есть маленький кусочек старого листика, тоже нужно убрать, не нужен он нам в посадке. Так, и здесь тоже все убираем. И вот теперь надо подумать, нужно ли орхидею чем-то обрабатывать. Так как в горшке были гнилые корни, так как в горшке были грибы, водоросли. Да, если нет большого опыта, можно обработать корни привикуром, можно обработать корни фитоловином, то есть подержать в растворе 10-15 минут. Но так как я с этой орхидеей экспериментирую, я ничем на данный момент обрабатывать ее не буду. Я сейчас просто ее посажу, но если будут какие-то проблемы после этого, я просто в горшок налью раствор или с привикуром, или с фитоловином. А так, по виду самой орхидеи, она в хорошем состоянии. Корней сильно раскукленных нет, но растущие появились. И я думаю, что сейчас, после того, как я ее посажу недели через 2, то есть со следующим поливом, я ее начну удобрять. До этого момента я ее не удобряла ничем. Я начну удобрять ее с равным содержанием азота, фосфора и калия. Я думаю, что эти корни начнут расти. Но если будут какие-то проблемы, я вам тогда ее покажу, буду ли я ее обрабатывать. Так, горшочек двойной. Немного закручу орхидею для того, чтобы поместились эти корни. Так как идет рост корней, вот по росту корней, это может быть и по часовой стрелке, и против часовой стрелки, это не важно совершенно. Главное, чтобы орхидея хорошо села в горшочек. И засыпаю ее керамзитом. Вот так. Не забываем ставить название орхидеи. И если вы промывали орхидею под краном или вообще промывали орхидею, не забудьте, пожалуйста, промокнуть салфеточкой обязательно точку роста. И если попали в пазухи, то тоже промокните обязательно пазухи орхидеи, для того, чтобы она просто не загнила. У кого-то тепло, у кого-то сейчас еще уже прохладно, у кого-то сейчас отключат отопление, будет прохладно. Поэтому обязательно такая процедура должна быть. Дальше понаблюдаем за этой орхидеей. Но что я вам вот этим всем хотела показать. Даже когда у орхидеи гнилые корни в горшке, но я всегда наблюдаю за орхидеей. Если у орхидеи в горшке есть гнилые корни, но листья не теряют тургор, она продолжает цвести. Даже вот эта орхидея Зорро наращивала цветонос, распустила еще 3 цветочка, начала растить листик. Корешки появились у нее новые, правда, только сверху, но появились же. Не стоит ее трогать, ведь бывают орхидеи просто проблемные. Я знаю, что очень проблемная каода, она не любит вот этих пересадок.
моментальных пересадок после покупки. Да, кто-то мне сейчас скажет, что я сразу пересаживаю после покупки. Я так не делаю. Я не делаю так уже давно, потому что этот этап у меня уже пройден. И было много потерь, когда я сразу пересаживала орхидеи. Поэтому мне больше нравится такой способ. Сначала нарастить корни, потом безболезненно ее пересадить и знать, что орхидея будет дальше расти, потому что она сейчас находится в активном росте. И такие пересадки она перенесет очень легко. Поставлю я ее в то же место, где она стояла. Почему я всегда возвращаю ее на то же место? Вот она привыкла к этому месту. Ее устраивает освещение. Она начала растить там листики, корни. Пусть она еще постоит там. Когда она адаптируется еще раз на том же месте, то есть, не адаптируется, а просто я увижу, что пошел опять хороший рост в новой посадке, тогда я ее могу перемещать в любую точку моей квартиры или на любую полку. Но всегда знайте, при перемещении нельзя делать, например, с ухудшением освещения. Нужно переставлять или в лучшие условия, или в такие же. Тогда орхидея все это будет переносить хорошо. И переносим мы ее в тот момент, когда она активно растет, а не когда она набирает цветонос. Когда набирает цветонос, ей изменение какого-то света или поворота может привести к тому, что цветонос у нее затормозит свое развитие или вообще перестанет развиваться. Такое бывало тоже, поэтому я об этом всегда говорю, потому что в практике это было. Но правда, если вы ее перенесли, ей понравится это место, в которое вы ее перенесли, она просто выпустит сразу следующий цветонос. Но иногда бывает жалко. Так долго ждали цветонос, а он перестал расти. Так что понаблюдаю. Если вдруг мне что-то не понравится именно с корнями этой орхидеи, я вам покажу, как я буду ее дальше обрабатывать. Но пока никаких обработок делать не буду. Поливать я эту буду орхидею, как все свои орхидеи. Просохли корни, я ее поливаю. Но первый полив у меня всегда идет после пересадки просто чистой водой. А после этого я начинаю подкармливать удобрением. Подкармливаю я, получается у меня где-то 2 раза в месяц подкормить орхидейку. Сейчас в лето буду подкармливать пока только азотом. Никаких стимуляций к цветению я делать не буду. А если придется обрабатывать корни каким-то фунгицидом, я вам просто покажу, как я это делаю и для чего я это делаю. Надеюсь, что не придется. Еще в прошлом видео я вам задала вопрос, интересен ли вам формат ваших вопросов и моих быстрых ответов. Да, спасибо, что отвечаете, что вам это интересно. Я обязательно на этих выходных уже сделаю пробное такое видео. Пожалуйста, задавайте вопросы. Если это вопрос не скорая помощь, значит, ждите своих ответов на ваши вопросы или суббота, или воскресенье, как получится. Я еще просто, так как это все пробное, я вам не могу сказать точно. Надеюсь, что это будет в субботу. Задавайте ваши вопросы. Обязательно буду на них отвечать. И до новых встреч! Увидимся на канале!